За окном шелестели вековые клены Пенсильвании, а в гостиной старого семейного дома на мягком коврике дремала Кейси, девятилетний шнауцер с густыми бровями, тронутой сединой бородой и необыкновенно внимательными темными глазами. В доме стояла привычная размеренная тишина, но для Кейси эта тишина уже давно звучала иначе. В ней не хватало самого главного звука — легких шагов, звонкого смеха и голоса Ребекки. Для человека 2 года — это просто пара отметок в календаре, смена 4 сезонов, завершенный рабочий контракт или важный жизненный этап. Но для собаки время течет по своим неумолимым законам. 9 лет жизни — солидный возраст для миниатюрного шнауцера. В собачьем восприятии 2 года разлуки растянулись на бесконечные 14 лет ожидания, полные недоумения и преданной тоски. Когда Ребекке Эхольд предложили перспективную работу за океаном в далекой и живописной Словении, перед ней встал мучительный выбор. С одной стороны, головокружительный карьерный шанс, с другой — пожилая любимица. Долгий трансатлантический перелет, карантины, чужая обстановка и бесконечные переезды могли стать слишком тяжелым испытанием для немолодого собачьего сердца. Скрипя сердце, обливаясь слезами, Ребекка приняла трудное, но взрослое решение — оставить Кейси в родном доме в Пенсильвании, где ее окружали заботливые родители, знакомый двор и привычный уют. Уезжая, девушка крепко прижимала к себе пушистую морду, вдыхая знакомый запах сухой шерсти, и шептала обещание вернуться. Кейси тогда лишь тихо скулила, чувствуя тяжесть в голосе хозяйки, но не понимая, почему чемоданы стоят у двери. Шли месяцы. Ребекка строила жизнь в Европе. Европейские города, незнакомый язык, новый рабочий ритм, а затем и прекрасная история любви, которая вела к свадьбе. Но ни один видеозвонок родным не обходился без того, чтобы экран телефона не разворачивали к дивану, где лежала собака. Ребекка звала ее по имени, а Кейси вздрагивала, поворачивала голову на знакомый звук, растерянно обнюхивала холодное стекло планшета и грустно вздыхала. Запах хозяйки не пробивался сквозь цифровые волны, и все же собачья память — удивительная вещь. Кейси продолжала проверять комнату девушки, иногда замирала у входной двери, прислушиваясь к шуму проезжающих машин, и бережно хранила старый шарф, оставленный в кресле. И вот настал тот самый день. Поводом для возвращения в родную Пенсильванию стало долгожданное и радостное событие. Ребекка прилетела домой, чтобы сыграть свадьбу в кругу самых близких. Пройдя зону контроля и долгую дорогу из аэропорта, она думала только об одном — как там ее старая девочка? Помнит ли? Узнает ли? Машина затормозила на гравийной дорожке у дома. Семья уже собралась во дворе и на крыльце, кто-то достал телефон, чтобы запечатлеть момент возвращения Ребекки, но никто не ожидал, какая драма и триумф любви развернутся прямо перед объективом. Ребекка вышла во двор. Солнечный свет заливал аккуратный газон. Дверь дома приоткрылась, и на ступеньках показалась Кейси. Первую секунду шнауцер просто осматривала пространство, щурясь от яркого солнца. Но затем ветер донес тонкий, ни с чем не сравнимый, навсегда впечатанный в собачье естество аромат. Тот самый запах, запах ее человека, ее центра вселенной, исчезнувшего целую жизнь назад. Кейси замерла. Ее уши встали торчком, короткий хвостик сначала неуверенно дрогнул, а затем заходил ходуном с невероятной скоростью. Из груди собаки вырвался высокий пронзительный визг, смесь неверия, оглушительного счастья и чистейшего восторга, который копился в ней целых 2 года. Ребекка опустилась на колени прямо на траву, раскрыв объятия. «Кейси, девочка моя!» Это было спусковым крючком. Шнауцер сорвалась с места, забыв про свой возраст и больные лапы. Она не бежала, она летела по траве, издавая непрерывные эмоциональные звуки, похожие то ли на плач, то ли на звонкую птичью трель.
В следующее мгновение она уже была на руках у Ребекки, неистово покрывая поцелуями ее лицо, щеки, руки, утыкаясь носом в шею и волосы. Казалось, собака хотела за несколько секунд наверстать все 1000 дней одиночества. Она крутилась волчком, прижималась всем телом, плакала и повизгивала так громко, что у всех присутствующих во дворе перехватило дыхание. А у мамы Ребекки на глаза навернулись слезы. Это была не просто радость, это был эмоциональный ураган невероятной мощи. И вдруг буря чувств достигла абсолютного пика. В один момент перегруженная счастьем нервная система пожилой собаки просто не выдержала накала. Визг внезапно оборвался. Кейси затихла. Ее лапки ослабли, тело обмякло, и она плавно завалилась на бок прямо на колени девушки, потеряв сознание. «Кейси! Кейси!» Голос Ребекки мгновенно сменился с ликующего на панический. Она бережно приподняла питомицу, гладя ее по мягкому животу и заглядывая в стекленеющие глаза. Семья испуганно замерла. Смех оборвался тишиной. Сердце Ребекки ушло в пятки. Неужели эта долгожданная встреча стоила ее любимице жизни? Несколько мучительных секунд тишины показались вечностью. Ребекка нежно гладила Кейси, звала по имени, целовала бархатный нос — и чудо произошло. Собака сделала глубокий судорожный вдох, моргнула и медленно открыла глаза. Спустя пару мгновений ее хвостик снова робко шевельнулся, коснувшись травы. Она просто отключилась от переизбытка чувств, не справившись с лавиной нахлынувшей любви. Не теряя ни минуты, Ребекка с семьей бережно уложили Кейси в машину и помчались в ближайшую ветеринарную клинику. Радость возвращения смешалась с тревогой, но девушка не отпускала лапу Шнауцера всю дорогу. Опытный пенсильванский ветеринар внимательно осмотрел четвероногую пациентку, послушал сердечный ритм, проверил дыхание, реакцию зрачков и общее состояние сосудов. Выслушав сумбурный рассказ заплаканной Ребекки о 2-летней разлуке, возвращении из Европы и внезапном обмороке на газоне, доктор тепло и понимающе улыбнулся. «Ваша собака абсолютно здорова для своего возраста», — спокойно заключил врач. «Ее сердце в полном порядке. Это был классический вазовагальный обморок, вызванный резким экстремальным всплеском эндорфинов и адреналина. Проще говоря, она буквально упала в обморок от счастья. Такое редко, но случается у очень эмоциональных и преданных собак. Ей просто нужен отдых, вода и побольше вашего присутствия». Облегчение, накрывшее Ребекку в тот миг, было сравнимо с самим воссоединением. Вернувшись домой, Кейси уже твердо стояла на лапах, хотя и выглядела немного уставшей, будто пробежала марафон. Она устроилась у ног хозяйки на кухне, положив тяжелый подбородок на ее кеды, и больше не отходила от нее ни на шаг, контролируя каждое движение. Видеозапись той встречи, случайно снятая кем-то из родных на телефон, позже попала в сеть и мгновенно облетела весь мир, набрав миллионы просмотров и растопив сердца людей на всех континентах. Люди плакали и улыбались перед экранами, поражаясь тому, насколько глубокими, искренними и всепоглощающими могут быть чувства обычного маленького шнауцера. Свадьба Ребекки прошла великолепно, и самым почетным, пусть и четвероногим гостем на ней, была Кейси. Для нее этот праздник значил только одно — ожидание подошло к концу. Мир снова встал на свои места, а ее любимый человек вернулся навсегда. Настоящая преданность не знает расстояний и не подвластна течению времени. Она просто живет в собачьем сердце, терпеливо дожидаясь своего заветного часа.